Zontas не знает, чем он хочет быть. Даже взять название. На баке в одном месте написали Super Adventure, в другом Trail Adventure, а сверху бака третье название 703F. Примерно так и с остальным. В фантазиях рисовали мотоцикл, который возьмет лучшее из всех классов, но не смогли вовремя остановиться. Вот сделали первый китайский трехцилиндровый двигатель, молодцы, но так и делайте на нем спорт туриста. Вы можете спросить, а чего я тогда вечно топлю за тигров? Но, во-первых, когда речь про тигров, это про двигатели большей кубатуры. Если уж сравнивать, нужно сравнивать с Tiger 660 в той же кубатуре. Это спорт-туристический мотор, никто не хочет на его основе визжащий тур-эндуро. Во-вторых, даже у 900-кубовых тигров пришлось менять интервалы вспышек, чтобы переделать характер. А Zontas на голубом глазу ставит спорт-туристический двигатель с равномерными вспышками на тур-эндуро. Ну и бог бы с ним, мог быть неплохой спортивный кроссовер, но Zontas зачем-то сделали колеса 2118, которые уже нельзя назвать универсальными, это специализация на бездорожье. Да, Zontas когда-то там планирует выпускать версию с нормальными колесами, но это если и случится, то в следующем сезоне. Через год эту модель никто не вспомнит, потому что появится другой китаец чуть лучше. Безусловно, есть люди, которые хотят такие колеса, но они не станут покупать байк с подвеской 180 мм. Это в принципе самый короткий ход подвески в среднекубатурных тур-эндуро с 21 колесом. Вдобавок вес. Раньше заявляли 228 килограммов, сейчас, когда дело дошло до официальных документов, по спецификациям самая голая версия без защиты и аксессуаров 236 килограммов, это уже категория мотоциклов Бенелли. Вся масса наверху без приколов с заниженным баком, байк по ощущениям похож на литр, только с мотором поменьше. Для кроссовера это не так страшно, а желающих купить среднекубатурный тур-эндуро с таким весом нет. Байк удобно сравнивать с Трансальпом. Та же мощность, тот же крутящий момент, схожая кубатура, тоже ближе к кроссоверам, но разница в 30 килограммов. Zontas даже с бензином на дне без защиты и груза ощущается тяжелым. Новички с таким весом не справятся, а матерым эндуристам не сдался тяжелый тур-эндуро с такой подвеской и мотором задорого. Почему, например, я говорил о том, что Watch 625 DSX не самый плохой вариант, потому что у него хотя бы вес адекватный. И, кстати, клиренс больше и подвеска с похожими ходами. Как всегда, можете посмотреть сами в торговом центре Formula X, где есть дилеры многих марок, включая Watch. Новая и поддержанная техника, много магазинов экипировки, аксессуаров, запчастей, а также техники для активного отдыха. Находится торговый центр Formula X на юге Москвы возле МКАД. Напоминаю, что у Формулы есть свой YouTube-канал с честными авторскими обзорами премиальных мотоциклов. Недавно вышел обзор BMW 1300 GSA. Ролики дублируются и в ВК с Рутюб. Подписывайтесь, ссылки положил в описании. Увидимся в Формуле. Можно закрыть глаза на эндурность и продавать байк как кроссовер. Как, собственно, делает Honda с Трансальпом, имея бешеный успех, несмотря на 21 колесо. Справедливости ради, Трансальп все-таки более пригодный для бездорожья мотоцикл, Zontas даже до этой невысокой планки не дотягивает. Но старались сделать хорошо, это видно. Например, тут приятные недешевые тормоза, неплохая подвеска, хватает, чтобы прилично подстроить под асфальт и мешать рулить она не будет. Плюс неплохая эргономика и комфортное седло, но только с точки зрения асфальтового туризма. Короче, есть у байка достоинства, но фундаментальная проблема – двигатель. По динамике это типичная небольшая трешка. Мощности почти всегда хватает, но на обгонах замечаешь, что не бездонное ускорение, просто комфортно. Мощность заявляют на 10 тысячах оборотах, но вы ее не увидите, потому что красная зона начинается с 9 тысяч. Причем сама красная зона занимает больше трети самой шкалы тахометра, а на экране занимает ровно половину тахометра. Примерно так и ощущается. 7000 оборотов у этого двигателя воспринимаются как серединка, на которой едешь в умеренном ритме, а крутить дальше особо некуда. Это странно для трехцилиндрового двигателя. Но это мелочи, сам мотор по динамике хороший, если вспомнить, что это всего лишь 700-ка. Zontas действительно ощущается самым мощным в этой кубатуре из кроссоверов. И по вибрациям приличный. Не Yamaha, но относительно китайцев вибраций почти нет. Больше напрягает, что изображение в зеркалах дрожит. Проблемы в другом. Во-первых, у мотора стабильная работа, где-то ближе к 3000 начинается, ниже есть проблемы с наполнением цилиндров. Видите, байк дрожит. Так не все среднеоборотистые двигатели ведут себя. Zontas нужно чуть-чуть подкручивать. Но это все не принципиально на фоне самой главной проблемы.
На малых углах открытия газа нет плавной отдачи крутящего момента. И еще есть ступенчатый рывок при сбросе газа, чуть ли не до срыва колеса в некоторых моментах. Когда полностью закрываешь газ и потом начинаешь открывать, сначала пустота дольше, чем ожидаешь, а дальше резкий пинок. Это и в плотном городском потоке невероятно бесит, когда не можешь синхронизироваться со скоростью впереди едущего, прикрывая и открывая газ с рывками. И на серпантинах совсем неприятно. Обратите внимание, как я еду в местах, где нужно полностью закрывать ручку перед поворотом. На выходе из поворота всегда затяжная пауза перед ускорением. Это как раз из-за того, что я пытаюсь сгладить ступеньку у ручки газа. Если откручивать как на обычных мотоциклах чуть резче, будут сильные пинки, а в наклоне последнее, что хочешь, пинки на грани срыва. В спортивном режиме еще хуже контролировать, я почти все время ездил только в режиме эко с чуть более плавным откликом ручки. Эта проблема только когда полностью закрываешь газ. В диапазоне открытия, скажем, от 20 до 100% к мотору претензий вообще нет. На серпантинах, когда закрываешь и открываешь ручку, может быть и 5000 оборотов. Рывки не потому, что низов нет или мотор оборотистый. Вспоминая версии с 1100, у него плавная выдача момента. Или MT-09, с которого якобы скопировали двигатель, только он после стирки усел на 200 кубов. Ямаховский мотор тоже плавно выдает мощность и на серпантинах как рыба в воде. Кстати, насчет якобы двигателя от Ямахи. Общие черты компоновки с MT-09 найти можно, но моторы сильно отличаются в деталях, вплоть до клапанной системы или рубашки охлаждения. У меня новый дилерский мотоцикл, только прошедший обкатку с последними обновлениями. Это не ранний образец. Может, допилят прошивкой, а может и нет. Байк уже полгода продается, а иные китайцы с похожей проблемой так и состарились. Это в принципе характерная болезнь китайских моторов, потому что с одной стороны многие датчики или форсунки работают изначально с большей погрешностью. С другой стороны, из-за ускоренного срока разработки китайцы на рынок выпускают неотлаженные мотоциклы. Наивно думать, что китайцы будут дальше годами отлаживать именно эту модель. У них модель бизнеса рассчитана на дотации от государства, а для этого требуется быстрый выпуск новых моделей. Почему, например, японцы крайне редко обновляют двигатели? Потому что отполировать мотор долго и дорого. Вполне допускаю, что у китайцев тоже получались бы отличные мотоциклы, если бы инженерам давали лишний год на отладку. Чем больше ездишь на Зонтосе, тем больше забываешь, что это динамичный и комфортный мотоцикл, в конечном итоге остается только ощущение дерганности. У меня была возможность ездить на нем дольше, но в конце концов я его поставил в гараж. На нем не интересно ни по городу ездить, ни по серпантинам, ни по грунтовкам. Хотя большего фаната трешек, чем я, еще поискать. Будет скорее вот как. Ты купишь этот мотоцикл, потому что по первым впечатлениям он будет казаться классом выше по сравнению со старым байком, а через год-два вернешься на простенького японца, потому что задолбает дергающийся мотор и захочется нормальной работы двигателя. Но будешь рассказывать, что трехцилиндровые двигатели просто не твое. Хотя не твое — это Зонтос. А сначала Зонтос действительно подкупает впечатлениями и технологиями. Однако чуть подковырнешь, ничего из этого хорошо не работает. Навигация не CarPlay, телефон для навигации должен находиться с включенным экраном, поэтому максимум город. В путешествиях телефон с нормальным креплением на руле удобнее. Есть разные режимы экрана: дискотека 1, дискотека 2, 3 и 4. Самый удобный — Adventure, можно вывести чуть больше полезной информации, и он чуть-чуть поспокойнее по цветам. Специфичный стиль оформления обоев рабочего стола начала 2000-х — это ладно. В этом режиме всегда в левом верхнем углу горит значок ключа, в нескольких миллиметрах от сигнала поворота того же размера и цвета. Постоянно краем глаза замечаешь, что как будто забыл выключить поворотник. В остальных режимах значок ключа снизу, но там либо синюшный экран, либо наркоманские обои, где тахометр с двух сторон в виде небоскребов. Перемещение по меню производится кнопками вверх и вниз, но во всем меню горизонтальное перемещение. Но сделай вертикальные списки под физические кнопки, это же очевидно. Причем, когда вертикальное расположение пунктов, у тебя не будет ограничений по ширине надписи и можно отобразить все пункты текстом, как у взрослых. А тут пока конкретный пункт не выберешь, название не появится. Принципиально ни на что не влияет, но уровень понимания предмета показывает. Экран опять черный и глянцевый. А еще Windows очень долго грузится, и у меня он несколько раз зависал во время загрузки, не давая завести двигатель.
И вдогонку, у меня единожды в другом месте, я это не записывал, глючил бесключевой доступ к баку. Я туда-сюда включал-выключал экран, а лючок пару минут просто не мог разблокироваться. Для справки, это не первый у меня мотоцикл с бесключевым доступом и даже не первый Zontas. Я понимаю, как это работает, и инструкцию прочитал, и с ключом все было в порядке, экран-то включался. Пульты тоже неудобные, иногда задеваешь рычажок дальнего света и к поворотнику так и не привык. На байке есть квикшифтер, только он грубый и переключает только вверх, как на мотоциклах десятилетней давности. На стекло смотришь, вроде гигантское, но бестолковое. Даже 50 км в час едешь, в глаза задувает с боков в самом верхнем положении стекла. В итоге ездил только с низким положением стекла, хотя бы шлем не треплет. И у байка на магистральных скоростях всегда легкая нервозность на руле, хотя я без кофров ездил. С любыми настройками подвески пробовал, с любым положением стекла все равно чуть нервный. Поэтому я не уверен, что будет лучше, когда появятся брендовые стекла. Широкое стекло может испортить аэродинамику еще сильнее, но нужно пробовать. На видео, кстати, морда симпатичнее, чем вживую, потому что все операторы непроизвольно пытаются приятный ракурс найти, поэтому снимают с высоты ребра оптики. С высоты человеческого роста нижнюю часть фары не видно совсем, воспринимается как макет, а не готовый мотоцикл. Я как бы люблю футуризм и улавливаю фишки дизайна. Например, ради повторения дизайна глушителя обшили защиту картера сбоку, а тройные прорези должны намекать на 3 цилиндра. Все это понятно. Я уже несколько месяцев вижу этот байк в салоне и с мотоциклом 1 на 1 провел несколько дней, так и не стал испытывать хотя бы нейтрального отношения к морде и рисунку ходовых огней. Похвалить байк есть за что, повторюсь. Тормоза хорошие, адекватная подвеска с точки зрения асфальта, динамика для 700-ки достойная, комфорт имеется, но все вместе, во-первых, сырое, а во-вторых, фундаментально несочетаемое. Ладно, когда байк дешевый, альтернатив нет. Но за цену Zontas можно взять другого топового китайца типа Watch 900DS с круиз-контролем, либо даже чуть дешевле Watch 800 Rally. Либо за те же деньги я вам с аукциона привезу двухлетний Transalp 750 или Vistrom 800DS с пробегом 2-3 тысячи. То есть те модели, для которых гарантия не имеет никакого значения и вряд ли кто-то их назовет некротой. А трехцилиндровый двухлетний Tiger 660 схожего объема так и вовсе 1150 дешевле обойдется. Да, мы с партнером потихонечку таскаем мотоциклы с аукционов Японии, а также новые премиальные байки из Европы, плюс у нас регулярный приход мотоциклов в Москву для продажи. Мой партнер из логистического бизнеса, у нас получается сильно оптимизировать всю логистику и предлагать конкурентные цены. Если интересно, лучше не в комментариях спрашивайте, отправьте заявку на сайте, так она точно не потеряется. В любом случае, я понимаю, почему, допустим, Watch 900 или 800 Rally хорошо продаются даже в Европе, но кто в своем уме готов потратить миллион на такой полуфабрикат при наличии выбора, не представляю. Не просто час прокатиться и сказать «неплохо едет», а свои личные деньги в кассу отнести.